Сегодня расскажу, как приготовить тыкву. Тыкву будем варить, жарить, запекать. Если вы не знаете эти рецепты, буду рада вас удивить. Приготовим тыквенный суп-пюре с апельсином. Начну с того, что разрежу лук и отправлю его в разогретое масло. Пассеруйте лук на медленном огне, чтобы он не горел. А теперь разрежу тыкву. Отправляю тыкву к пассерованному луку, заливаю кипятком и нарезаю картошку. Суп будет вариться всего 15 минут. Взбиваем блендером. Добавляем соли, перец для характера, базилик для аромата и сок половинки апельсина. Доводим до кипения, и все готово. Не забудьте добавить в каждую тарелку ложку сметаны. Я очень люблю этот рецепт. Всего 4 ингредиента, а вкус удивительный. Следующее блюдо – жареные дольки тыквы с перцем и чесноком. Нарезаю тыкву на тонкие слайсы. Натираем чеснок. Добавляем соль. Добавляем перец. Обваливаем в муке. И отправляем дольки на сковородку в раскаленное масло. Жарим по минуте с каждой стороны и подаем на стол. Жареные дольки с перцем и чесноком. И тыква здесь совсем другая. Переходим к десерту. Сладкая запеканка из тыквы с изюмом. Бью 2 яйца. Смешиваю с манкой, сахаром, мукой. Добавляю соль, ванилин и разрыхлитель. И замешиваю. В тесто добавим тыкву, натертую на крупной терке, и изюм. Перемешиваю и выкладываю в форму, смазанную сливочным маслом. Отправляю в духовку, разогретую на 200 градусов, на 35-40 минут. Сладкая запеканка из тыквы с изюмом готова. Очень хочется поскорее попробовать. Это были мои 3 любимых рецепта приготовления тыквы. Тыкву можно варить, жарить, запекать. Поставьте лайк, если вам понравились мои рецепты. Напишите в комментариях, как вы готовите тыкву. Подписывайтесь на канал Ната Королева Салата и приготовим вместе что-нибудь еще. Приятного аппетита!